Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я хочу вам подарить один очень полезный ритуал, но этот ритуал полезен не только для того человека, для которого вы сделаете это доброе дело. Сейчас объясню, почему именно доброе дело и с чем это связано. Но этот ритуал полезен не только для того человека, которому вы это посвящаете и дарите, но еще и для вас. Поскольку известно, что добро, которое мы отдаем этому миру и людям, возвращается к нам обратно. Да, люди порой бывают неблагодарны, люди порой отвечают на наше добро страшной неблагодарностью и злом. И чаще всего именно те люди, которым мы помогли и спасли их, порой от неминуемой гибели, эти люди более других пытаются нас уничтожить. Есть такой момент, когда человек не хочет быть должен и обязан. Он пытается всячески навредить, принизить, обнулить то, что ты сделал. Как еще говорил Алексей Орлов, не любят тех, кому обязаны, любят тех, кому покровительствуют. Зачастую это так. Однако, невзирая ни на что, вы должны делать эти добрые дела. Потому как добрые дела вы делаете не именно человеку, а мирозданию, Вселенной. И если человек этого не помнит, если человек неблагодарный, то мироздание вам вернет в любом случае. Вернет это добро. Это положительная энергия, которую вы отправляете во Вселенную. И она возвращается. Возвращается вашим детям, внукам, вашему роду. И согласитесь, что добрые люди, как бы их не преследовали, как бы не пытались им сделать гадость, добрые люди в любом случае в последний момент получают руку помощи от Вселенной. Именно потому, что они в мире, в жизни очень много сделали добра. Есть такое выражение: кому ты сделал доброе дело, что сейчас это тебя спасло. Итак, в мире очень много бедствующих людей. К сожалению, мир так устроен, что где-то радуются, танцуют, пляшут, кто-то мучается от голода, от болезней. Помните фотографии из Африки, где голодный ребенок, который уже практически превратился в скелет, сидит, согнувшись просто, и рядом прыгают падальщики, птицы. Этот фотограф просто фотографировал. Он не сделал ничего для того, чтобы помочь этим несчастным. Он зарабатывал на этих фотографиях. Кто-то скажет, может, он всему миру показывал, какое бедственное положение. Я бы не сказала. Многие журналисты, фотографы больше думают о своей славе, чем о людях, которые попали в беду. К нашему ужасу мы понимаем, что люди чем дальше, тем более бесчувственны становятся. Поэтому в мире еще существует и бедность, и рабство, и войны, и жестокость, и все остальное. Так было тысячелетиями, наверное, так будет дальше. Особенно в конце каждого тысячелетия идет очень
очень страшная, сильная фильтрация. Кто выживет, тот и останется. Теперь. Одно дело помочь, покормить собаку, кошку бездомную, животных, которые не могут о себе позаботиться. Помочь человеку пожилому, который не может о себе позаботиться, идти, например, в магазин, что-то себе купить. Помочь человеку, который болен, в тяжелом состоянии. Помочь человеку при смерти. Последние дни хотя бы позаботиться о нем, да? Это очень хорошо, это отличные поступки. Но как сделать так, чтобы помочь тому, кто голодает, а ты не знаешь про него? Тому, кто живет, может, на другом конце света, а ты не имеешь представления, кто он. Возможно ли помочь? Есть закон энергии. Здесь прибывает, то есть прибывает, там убывает. Здесь убывает, там прибывает. И вот, используя этот закон энергии, мы можем помочь тем людям, которые испытывают голод. А как это сделать? Во-первых, хочу вам сказать, что испокон веков, чтобы умилостивить судьбу, люди отдавали беднякам какие-то вещи, помогали деньгами трудноживущим людям и многое другое. Делая добрые дела, они отводили от себя беду, отводили потому, как отдавали много положительной энергии мирозданию, и мироздание в благодарность им возвращало. Часто бывает, что вы не знаете, как быть, как решить проблему. Возьмите, пусть поношенные, но в нормальном состоянии вещи, оставьте внизу своего подъезда, пусть забирают люди. И не говорите об этом никому. Это называется умилостивить судьбу. Теперь, как накормить человека, который голодает? Запомните, сделав такое несколько раз в месяц хотя бы, вы привлекаете на свою сторону духов удачи. Боги любят людей с добрым сердцем. Они не любят коварных людей, алчных людей, двуличных, лицемерных людей. Даже если такие люди вначале проявляют какое-то уважение к силам Вселенной, рано или поздно маска с них падает, и они возвращаются туда, откуда вышли, в то же болото. Потому что боги видят их душу и не желают им помочь. Они помогают людям добрым, благодарным, благородным. Итак, что нужно делать? Вы напрямую не передадите человеку эти деньги на хлеб. Но если вы оставите эти деньги где-нибудь, неважно, если возьмут кто-нибудь другой, естественно, не тот человек, то тому человеку, который в данный момент нуждается в этих деньгах, тому человеку эти деньги придут через тысячи рук, через пространство и время. Вы же потеряли, вы отдали. И где-нибудь какой-нибудь добрый человек купит хлеб голодающему ребенку. И считайте, что этот хлеб купили вы, потому что вы целенаправленно отправили эти деньги. Это может звучить как-то мистически, но поверьте мне, в этом есть связь. Мы откупаемся и взамен получаем удачу. Да? Мы просим у богов, то есть мы молим их, отдаем определенную энергию, взамен получаем то, что просили. То же самое здесь. Мы отдаем эту милостыню, но не просто абы кому, а отдаем Вселенной и просим передать. Здесь Вселенная взяла эту сумму. Где-то там, где есть нуждающийся человек, человек, который голоден, кто-то мимо проходящий увидит это, купит ему бутерброд, не знаю, еще что-нибудь принесет, отдаст. Где-то он деньги найдет, где-то он найдет место, где бесплатно кормят, но человек выживет. Может, ему сейчас это очень нужно.
Это ритуал милосердия. Он очень нужен вам, прежде всего, для того, чтобы восстановить свою добрую энергетику вокруг себя. Каждое доброе дело, каждый человечный поступок – это как в копилку вашу, понимаете? Это вашу копилку для того, чтобы усилить свой эгрегор. Потому что от наших дел, добрых дел, зависит, как будет жить наш род, наши потомки. Да вообще наша душа, когда уйдет в мир иной. Итак, что нужно делать? Но прежде чем приступить к ритуалу, я хочу вам рассказать одну историю. Историю из жизни, которая действительно произошла. Может быть, вы встречали эту историю. Первоисточник говорит, что это история из 80-х годов. История произошла в Америке, когда мальчик, голодный, мексиканский мальчик, который попал в Америку нелегальным путем, у которого впоследствии убили родителей. И вот он остался на улице, никому не нужный. Ходил, побирался, просил есть. И вот 11-летний мальчик постучался в двери и попросил у женщины попить воды. И женщина, поняв, что ребенок голоден, выносит ему в стакане молоко. Ребенок пьет молоко, благодарит и уходит. Проходят годы, много лет. Женщина постарела. Так получилось, что у нее началась болезнь нехорошая. И она, поняв, что у нее иного выхода нет, легла под нож хирурга. Оперировалась и со страхом на следующий день ждала выписку суммой операции, поскольку операция была дорогая. И она переживала, вдруг не сможет выплатить. И вот она открывает конверт с мыслями о том, сможет ли оплатить хотя бы одну часть страховкой. Тут меня Зена сбила с толку. Пошли с ней погулять. Бегает, как сумасшедший. Итак, она вытаскивает, открывает конверт, с трепетом посмотреть счет, сколько ей операция обошлась. А там написано: уплачено 20 лет назад стаканом молока. Понимаете? Вот тот самый хирург, который сделал ей операцию, оказался тот самый мальчик, которому она дала стакан молока. Все возвращается. И добро, и зло возвращается рано или поздно. Поэтому делайте добро. Этот ритуал вам поможет решить тяжелый момент жизненный. Вот жизненная ситуация. Не знаете, как быть, не знаете, что делать, как поступить. Наряду с другими работами, которые нужно делать в какой-то трудной ситуации, что еще делать, чтобы умилостивить судьбу, чтобы она повернулась к вам лицом и помогла вот именно конкретно в этой ситуации. Вот этот ритуал. Возьмите, оставьте где-нибудь на лавочке, в людном месте, в торговом центре. Бросьте просто там под ноги и идите, якобы не видите. Где-нибудь еще, где обязательно подберут эти деньги. Неважно, кто подберет, эти деньги никому ничего плохого не принесут. Вы же на него не болезнь свою оставляете или что-то другое. Нет. Вы в этом месте, вот в этой точке Вселенной оставляйте деньги, а вот на другой точке Вселенной кому-нибудь, кто в этот момент голодает, их, конечно, очень много, но кого-нибудь судьба выберет.
И этому человеку встретится другой добрый человек, который отдаст ему или эту сумму, или купит поесть. То есть вы покормите голодного, и заодно судьба повернется к вам. И в этот момент, вот тяжелый момент, конфликтный момент какой-то, решится в вашу пользу. Ну, может быть, дома поссорились, и вы не знаете, как быть, что делать. Может, ребенок вас не слушается, вы не знаете, как поступить. Вот вышли, сделали этот ритуал, вернулись домой, у вас ребенок совершенно другой. Он вас выслушал, понял, вы поговорили. На работе конфликт назревает, боитесь. Вышли, сделали ритуал, вернулись на работу. И все уладилось. Вот завтра проверка какая-то, вы переживаете, боитесь. Возьмите, выйдите, сделайте этот ритуал, вернитесь, и проверка обойдется вас стороной. Вот примерно такие ситуации. Вы делаете добро, Вселенная вам делает добро взамен. Ну, например, вот возьмите 500 рублей, 1000 рублей, там, 200 рублей, сколько вы можете себе позволить. Выходите где-нибудь, людное место, или возле лавочки. Вот взяли, почитали с телефона, да, 3 раза. Оставили деньги, положили так рядом, невзначай, на лавочку. Встали и ушли. Через некоторое время кто-нибудь подберет или не подберет. Это не имеет значения. Вы отдали. И через другие руки, через 1000 рук, 1000 энергии, эти деньги, эта сумма, она передастся тому человеку, который в данный момент нуждается. И нуждается в этих деньгах не для того, чтобы кольца золотые купить, а чтобы поесть. Вы здесь потеряли, там он где-то найдет. А вам будет благо. Итак, мы все дети одной матери Вселенной. Среди нас и богачи, и бедняки. Если каждый по куску хлеба подарит голодному, то он будет сыт. Возвысится однажды, вернет нам наше добро. Кто-то где-то голодает и ищет хлеба кусок. Я отправляю тебе этот хлеб. Возьми эту сумму, купи себе хлеб и насыщайся. Живи. Вселенная, передай ему эти деньги, через 1000 рук передай. Пусть они дойдут до него, и он насытится. Да будет услышана моя мольба. Через 1000 уст, через моря и горы я помогаю тебе выжить, а мне за это сочтется, заклято. Мы все дети одной матери Вселенной. Среди нас и богачи, и бедняки. Если каждый по куску хлеба подарит голодному, то он будет сыт. Возвысится однажды и вернет нам наше добро. Кто-то где-то голодает и ищет хлеба кусок. Я отправляю тебе этот хлеб. Возьми эту сумму, купи себе хлеб и насыщайся. Живи. Вселенная, передай ему эти деньги, через 1000 рук передай. Пусть они дойдут до него, и он насытится. Да будет услышана моя мольба. Через 1000 уст, через моря и горы я помогаю тебе выжить, а мне за это сочтется, заклято. Мы все дети одной матери Вселенной. Среди нас и богачи, и бедняки. Если каждый по куску хлеба подарит голодному, то он будет сыт. Возвысится однажды, вернет нам наше добро. Кто-то где-то голодает и ищет хлеба кусок. Я отправляю тебе этот хлеб. Возьми эту сумму, купи себе хлеб и насыщайся. Живи. Вселенная, передай ему эти деньги, через 1000 рук передай. Пусть они дойдут до него, и он насытится. Да будет услышана моя мольба через 1000 уст, через моря и горы. Я помогаю тебе выжить, а мне за это сочтется, заклято. Будьте милосердны, потому что милосердие – это испытание наше на прочность, это экзамен на человечность. Когда-то один мулла был очень богатый, возвысился над людьми, стал надменным, и Всевышний, так говорю, поскольку это исламская притча, решил его проверить и отправил ангела своего. И тот под видом теленка подбежал к нему, чтобы спрятаться за ним, когда его пытались схватить и зарезать. И мулла оттолкнул его, пнул и сказал: иди, животное, иди туда, где тебе предназначено быть, и стань едой.
пнул теленка, его схватили и забрали. А он пошел вперед. Тогда Всевышний посмотрел и сказал: нет у этого человека сердца и доброты. Отнимем у него все, что отдали. И отнял. И он оказался больной, голодный, никому не нужный, опозоренный. И жил возле помойки. Питался тем, что люди кинут в эту помойку. И однажды, когда он один кусок хлеба нашел на улице и брел, несчастный, больной, сгорбившийся старик, и увидел собаку, худую собаку, которая плакала от голода. И он подошел и понял, что или он будет сыт сегодня, или отдаст этой собаке. Недолго думая, притянул хлеб собаке. Собака съела и ушла. И тогда Всевышний посмотрел и сказал: верните ему и славу, и деньги, и имя его, ибо в нем проснулся человек. Запомните, когда вы делаете доброе дело, в вас живет человек. Чем больше вы человечны, чем больше вы милосердны, тем больше вы проходите этот экзамен на человечность. И когда вам будет плохо, пусть не люди, которые вам помогли, но Вселенная, которая все увидела, ваши деяния, обязательно из ниоткуда вам подаст руку помощи. Всем удачи!